Всем здорово, народ, сегодня у нас PvP-шный гайд на ВВ Монаха, он же монах Виндволкер, он же танцующий с ветром. Всем приятного просмотра, погнали! Для начала поговорим про аспекты, про героические таланты. У нас их, очевидно, два здесь на выбор. Это либо кондуит, либо Shadowpan. Левый аспект, по сути, является бурстовым. У вас появляется новая кнопочка, тот самый кондуит. Нажимаете ее, хилите себя, но что самое главное, вы дамажите противника. И эти цифры дэмэджа просто шальны на самом-то деле. Что, кстати, более важно, этот дэмэдж идет не физический, как все ваши основные кнопки, а от сил природы. Поэтому сквозь мясы какие-нибудь, сквозь парирование можно спокойно пробивать. Это его такая прикольная, отличительная особенность. Второй аспект не менее играбельный. Он даже, скорее всего, будет чуть посильнее, чем кондуит, но рассчитан на более длительную и продолжительную игру. То есть, если вам нужно в кого-то упороться, тогда берем прям кондуита. Если вы играете 1x1, например, или 2 на 2, какой-нибудь связкой в 2ДДшника, когда нужно быстро и моментально снести противника, да, тогда кондуит 100%. Если играете с хилом, если играете тройки, если вы рассчитываете на более протяжный бой, то все-таки Shadowpan, скорее всего, будет даже посильнее. Его отличительной фишкой являются новые стаки, которые мы можем копить, и когда нарабатывается необходимое количество, мы их как бы сбрасываем, бурстуясь опять же в противника. Но здесь дэмэдж уже идет не от сил природы, а стандартный, монаховский, такой физический дамаг. Поговорим про левую ветку талантов, про общую ветку монаха. Здесь у нас плюс-минус всегда она выглядит данным образом. Единственное, если вы играете против классов, где нужно диспелить их дотки, яды, болезни, ну, например, разбойник, охотник, прист, ДК, тогда не берем талант, который увеличивает нам дальность действия стана, а просто качаем себе детокс. И, соответственно, все это говно диспелим с себя. Если мы играем против классов, где детокс брать не нужно, и при этом мы не хотим прокачивать увеличенную дальность стана, тогда можно прокачать, например, талант, который нам снижает КД на паралич и на перекат на 5 секунд каждый раз, когда мы кикаем противнику какой-нибудь каст. Соответственно, играете, если против кастеров, если 2 из 3 там противника это кастеры, очень прикольно брать данный талант. Можно, соответственно, взять талант, который увеличивает нам дальность действия перекатов. И если мы играем, допустим, либо в 1x1, либо в таком сетапе, где нужно будет постоянно сам себя хилить, то лучше взять еще себе дополнительный талант на исцеление. То есть мы его берем и также дополнительно хилимся через способность оживления. По-английски это моя любимая вообще способность Vivify. Теперь давайте поговорим про таланты правой ветки, именно про таланты уже танцующего с ветром. Здесь опять же только несколько позиций, которые можно было бы в целом менять. И давайте начнем с первой из них. Талант данной позиции. Я не знаю, как они называются по-русски, давайте я просто буду объяснять, что происходит. Я выбираю левый и играю с левым, потому что он мне максимально нравится. Смотрите, в чем суть. Когда мы кастуем удар крутящего дракона, когда у нас на кулдауне кулаки, когда у нас на кулдауне удар восходящего солнца, мы можем кастануть удар крутящего дракона. И вот когда мы крутим дракона, после этого у нас 100% прокает баф на танцующий журавль. Получается, у вас 100% будет прок на увеличенный урон с танцующего журавля в 2 раза, плюс он будет стоить бесплатно. В нашей бурстовой ротации, которую потом покажу попозже, это прям вообще идеально заходит, прям вот качественно, прям красивенько. Ну и, соответственно, иногда прокает танцующий журавль, иногда не прокает, а с данным талантом он будет всегда прокать после того, как вы покрутили дракона. Поэтому крутим дракона, потом крутим журавля, и все. Мы в шоколаде. Теперь поговорим про талант, который можно в целом засунуть в другое место. Память о монастыре, допустим, в российской локализации это называется так. Кто-то его не берет, кто-то использует сюеня, кто-то использует самый правый нижний талант. Сейчас мы о них о всех поговорим. Я использую память о монастыре в целом, практически всегда. Тут нам позволяют получить скорость за каждый стак, что мы тратим, соответственно, на несколько секунд. В чем фишка? Раньше у монаха была легендарка на скорость дополнительную. Потом это сделали талантом, что мы когда используем лапу, по-моему, на новую цель, у нас скорость апается. Сейчас этого всего нету, и скорости может не хватать. Поэтому данный талант очень неплохо ее как бы нам немножко возмещает. Без этого таланта, соответственно, скорости будет меньше, и как-то уже неприятнее становится играть на самом-то деле. Талант сегодня вообще, как по мне, смотрится гораздо слабее, чем скорость. Тут в чем фишка? Когда мы заканчиваем кастовать кулаки неистовые, по окончанию времени действия у нас увеличивается на 40% шанс на крит с удара восходящего солнца. Это пиздец, эти названия, это шок-контент, язык сломаешь. А потом, когда у нас критует удар восходящего солнца, кулдаун кулаков на 4 секунды снижается. Но если честно, кастовать кулаки прям по КД нам не хочется, и талант данный брать ради только дополнительных 40% шанса на удар восходящего солнца такое себе. Правый нижний талант, он довольно неплох, нам и глобальный кулдаун уменьшает на лапу, и дополнительные стаки добавляет, но он неплох, как по мне, все-таки с не кондуитом, а с Shadowpan. Вот если вы играете в Shadowpan сборке, да, тогда можно брать либо скорость, либо правый талант. Если вы играете кондуитом, то, скорее всего, я бы вам рекомендовал вообще только скорость брать и на правый талант не заморачиваться. Опять же, для Shadowpan подходят оба варианта. Если попроще и стабильнее, тогда брал бы скорость. И вообще в плюс-минус вот так бы я всегда и бегал.
Скоро начинается PvP сезон, я буду по-любому в него врываться, только пока не решил за кого. Либо за ВВ Монаха, либо за Ферал Друида, но в любом случае буду это делать стримить, стримлю на Твиче. Если хотите за мной следить, подписывайтесь на группу в Телеграм-канале, ссылочка в описании, там у меня анонсы стримов, дополнительной информации, и, конечно же, немножко лайв-контента, чтобы было поинтереснее. Все, больше не отвлекаю, продолжаем видос. Как выглядит наша стартовая бурстовая ротация? Смотрите, она плюс-минус идентичная, что в кондуите, что в шадопане. Просто у вас, если вы играете через шадопан сборку, нету дополнительного спела, который мы используем, вот этого кондуита. Все остальное идентичное, мы просто его как бы скипаем, но сейчас вы все поймете, сейчас я вам покажу. Что надо делать? Для начала мы призываем Сюеня, клацаем один раз по противнику нашей лапой, зарабатываем себе дополнительную энергию чи, после чего мы его станем, и пошла жара. Сразу же после стана мы нажимаем все свои бафы, которые у нас есть. То есть это аксессуар, например, расовая активка орков, которая увеличивает нам силу атаку. В общем, все, что вам даст увеличение урона во время бурста. Либо прописываем через макросы, потому что это не тратит глобальный кулдаун, либо можно использовать самому. Я использую сам, потому что у меня только один релик, я undead, у меня больше ничего нету. Соответственно, пробафались. Параллельно с этим мы призываем наши копии, соответственно, клацаем бурю, землю и огонь, да, у нас появляются челобобы. Вместе с ними мы уже нажимаем удар Винлорда по противнику, зарабатываем стаки дополнительные. Кстати, имейте в виду, если против вас 2-3 противника, или там, допустим, какой-нибудь демон-лок, который призывает до хера бесов, вам есть смысл встать таким образом, чтобы ваш удар Винлорда зацепил как можно больше целей. Чем больше целей вы цепляете ударом Винлорда, тем больше у вас стаков. А эти стаки наносят охрененно много дэмэджа просто с автоатак. Поэтому... И работает это перед вашим персонажем в направлении вперед. Соответственно, если у вас куча врагов вот здесь, и вы встанете данным образом, нажмете удар Винлорда, много стаков заработаете. Если вы встанете спиной к этой куче вражин и нажмете в таргет, у вас много стаков не будет. Всегда по направлению к множеству противников. Мы отошли от темы. Соответственно, разложились, пробафались, удар Винлорда. После удара Винлорда сразу же клацаем кондуита. Нажимаем на кнопочку еще раз, чтобы у нас там прок был увеличенный. После того, как заканчивается кондуит, мы ебашим ударом восходящего солнца, кулаками. И после этого у нас активируется удар дракона. Когда мы крутим удар дракона, нам дается прок 100% на увеличение урона с танцующего журавля. Мы клацаем танцующего журавля и дальше уже по прокам смотрим. Если прок на ногу идет, на вот этот нокаутирующий удар, кастуем его. Вообще очень много дэмэджа, конечно же, с удара восходящего солнца у нас прокает. Ну и там смотрите. Главное, еще момент, никогда не повторяйте один и тот же спелл 2 раза подряд. У нас же есть, во-первых, талант, во-вторых, у нас мастерство также работает, что чем больше спеллов подряд мы используем не повторяющихся, до 5 стаков мы можем наработать себе. Вот смотрите, вот я, допустим, кастую лапу, ногу, удар восходящего солнца. Вот видите, у меня стаки. Хит комбо. Дэмэдж увеличен на 2%. И еще нажимаю неповторяющиеся спеллы. У меня увеличилось до 5 стаков. Все. Мой дэмэдж увеличен на 5%. Если я сейчас нажму лапу и еще раз лапу, данный прок сбрасывается. Все, дополнительных 5% дэмэджа у меня нет, поэтому никогда не повторяйте одни и те же спелы дважды. Либо чуть-чуть подождите, либо используйте другой. 2 подряд одинаковых не нажимаем. Demonstration. Окей, let's go. Призываем тигра, нажимаем лапу. После этого станем, пробафываемся максимально, призываем свои копии, удар Винлорда. После этого клацаем кондуита. Еще раз на него нажимаем, чтобы был прок. После этого нистовые кулаки. Не хватает энергии, добавляем через лапу. Кастуем удар восходящего солнца, крутим дракона, потом крутим через прок, соответственно, танцующего журавля, и дальше уже по ситуации. Что прокаем, то и нажимаем. Соответственно, ни один спелл не повторялся, поэтому увеличенный дэмэдж на 5% за счет 5 стаков у нас есть. Поговорим про PvP-шный талант. Используется по ситуации, но есть, опять же, фавориты. Максимально мощные, максимально жесткие — это турбо-кулаки. Используются в основном против милишников, но насколько же это эффективно? Замедляет передвижение на 90% раз, и все ваши атаки, по вам точнее, будут парироваться. Если вы кастуете турбо-кулаки, стоите лицом к противнику, он вас бьет, все атаки парируются. Против милишников просто нереальная имба, нивелируете весь дэмэдж, что у вас кидают. Также станы можно доджить турбо-кулаками. Это прям вообще эффективно, это прям мощно. Дизарм из той же серии. Если против вас кастеры не используем, если против вас чилы, которым этот дебаф испортит бурст, испортит их вообще жизнь, тогда берем и используем. Практически всегда имеет смысл использовать талант на хилочку дополнительную. У вас сейчас она используется вот здесь вот пассивно. Раньше ее нужно было клацать, сейчас же ее добавили, прям встроили в лапу тигра. Вы когда лапу тигру кастуете, у вас кастуется еще и хилочка. Поэтому да, увеличить с нее за хил, почему бы и нет, это всегда приятно, это всегда будет полезно. Если мы играем кондуитом и играем против чулов, у которых дохрена всяких рутов, замедления, станов, там туда-сюда, и можно брать талант, который называется вот абсолютная Serenity, что-то там хер его знает.
Соответственно, он не дает вас законтролить, пока действует кондуит. Супер вкусно, супер приятно. Также очень неплохим вариантом будет усиление нашего удара от крутящего дракона, который мы используем. Мы же подкидываем противников в воздух, и они падают быстро. Сейчас с данным талантом они будут медленно планировать вниз. Ну, понятное дело, там плюс-минус секунда дополнительная появляется, но тем не менее, представьте против кастеров. Вы кастанули, и он такой падает и падает. Это приятно. По статам все максимально просто. Самое главное для нас — это универсальность, потом мастерство, потом скорость, потом крит. Вот такой вот видос, такой вот гайдец, народ. Пишите ваши вопросы в комментариях, а лучше переходите в мой телеграм-канал, там я отвечаю больше и чаще. Вам же я желаю удачи, прогрессив PvP, пока.